Всем привет! Сейчас у нас конец уже мая, 28 мая. Посадка винограда. У меня давно просили, но что-то я даже упустил из вида, что у меня нет таких видео. Есть осенняя посадка, но там у меня такая специфическая, с ведра большого сажу. А именно со стаканчиков такого нет. Ну вот как раз подвернулся случай, у меня сосед попросил, чтобы я ему посадил саженец. Я ему их 2 саженца подарил по-соседски. В общем, решил он заняться тоже виноградом. Ну, позвал, чтобы я ему немножко это дело объяснил. Ну, давайте, раз такая пьянка, и вы это тоже увидите. Погнали. Вот помогаю соседу садить виноград. Нет у меня этих видео почему-то. Я что-то даже упустил из видео. У меня подписчики спрашивали, как садить. А я глянул, у меня нет. У меня осенняя есть с ведра. А вот как бы со стаканчика, ну, как-то не было. Значит, вот показываю. Саженец у нас должен быть посажен вот так вот. Изначально яма была подготовлена 60 на 60 и глубина 60 сантиметров. Если песчаная почва, то можно выкопать на глубину 70 сантиметров и сделать такой замок водяной из глины, 10 сантиметров глины, чтобы вода не провалилась. Если сильно глинистая почва, то то же самое, только на дно, ну даже, наверное, надо будет где-то на 80 сантиметров и на дне щебенки насыпать, чтобы был дренаж, чтобы вода сильно не застаивалась. Поэтому, ну здесь суглинок, здесь как бы все нормально, все хорошо, 60 на 60 на 60. В общем, садим, примеряем. Яма заправлена, значит, выкопана была яма, плодородный грунт отдельно, неплодородный, вон он в куче лежит, он пойдет на выброс. Потом плодородный грунт вернули назад и столько же перегноя. Добавили 2 литра золы. Да? Добавили? Добавили. Все, сейчас мы пролили водой, оно уже уселось. Сейчас мы аккуратненько примеряем. Значит, вот здесь мы должны так посадить, но приямок останется. И вот этот зеленый побег, он должен быть ниже уровня земли, чтобы потом формировать куст веером, чтобы можно было его грамотно нагибать. Ну, примерно такого приямка достаточно. Все, подготовил. Сейчас аккуратненько, значит, вода здесь пролита, точнее, стаканчик пролит, чтобы был ком земли. Аккуратненько делаем надрезы. Бережем пальцы. О, корневая. Корневая в порядке. Делаем надрез здесь. Так. Значит, если вдруг садим на глубину 30 сантиметров от пятки корней до побега. Глубже не надо, южане садят глубже, у них почвы лучше прогреваются, у нас они холодные, поэтому мы делаем так. Если очень длинный вот этот побег, и он не помещается на 30 сантиметров, садим вот так вот, под 45 градусов, чтобы он занизился. Здесь глубины хватает, поэтому делаем примерно так. А стаканчик? А мы его сейчас раскроем аккуратненько. Опа. Главное, чтобы он не стрельнул, зараза. И аккуратненько уплотняем его. Немножечко вот так вот сделаем легонечко. Это побег этого года, укорененный с черенка. Все, вот это можно. Так, торфа не надо? Не, ничего не надо. Все, он получился, вот уровень земли, он получился ниже уровня земли. В принципе, можно немножко здесь еще грунта дополнить. Ну, пока на этот год этого даже достаточно, можно и так оставить. Этот приямок остается для полива, сейчас засуха. В общем, будем поливать, ухаживать. И задача этого года вырастить вот этот побег максимально мощный.
Здесь мы только обработки делаем и удаляем пасынки. Сейчас здесь пока ничего не понятно. Пока не трогаем. В общем, даем возможность ему вырасти хорошо. Единственное, что мы должны сделать ему затенение на дня 3, чтобы он не погорел на солнце. Сейчас я принесу. Ну, как вариант, можно сделать, я делаю обычно, у меня можжевельника много, я делаю лапник, ставлю такие, ну, веер такой, чтобы был рассеянный свет, чтобы в самый пик, как бы, в час пик солнце, когда зените, чтобы не сильно попадало солнце. Чтобы оно, ну, хотя бы полдня где-то было. Ну, вот как вариант тоже, кстати, можно ящичек такой поставить. Свет туда попадает, но он как бы рассеянный. И, кстати, кошки, собаки, они любят такие места, они хорошо прогреваются, они любят полазить и могут поломать побежек. Кстати, вот ящик вообще идеальный вариант. Туда и свет попадает, но он такой не стопроцентный, он где-то процентов, наверное, на 70. В общем, жарить сильно там не будет. Ну вот примерно так. Так, примеряемся. Это второй куст. Дайте ящик, пожалуйста. Так, значит, примеряемся. Еще надо копнуть, маловато. Здесь я пожадничал. Я, наверное, вот здесь аккуратненько сбоку. Опа. Так, смотрим. Все. Вот примерно так оно будет. Процедуру повторяем. Сейчас заодно и тут корневую проверим. Это, кстати, мои саженцы. В этом году стаканчики у меня были все непрозрачные, поэтому даже трудно было отслеживать. О, все прекрасно. Корни есть, все живое, не черные, не погнили. Очень даже нормальные. Боюсь этих ножей, конечно. Так. Ну, чуть-чуть присыплю. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чтобы он не развалился. И аккуратненько, аккуратненько. Постараться ком, чтобы не развалился. Опа, есть. Хорошо. Присыпали чуть-чуть. Чуть-чуть, не сильно утоптали. Когда садят без зеленой массы и с открытой корневой, садят немножко по-другому. Сейчас я, конечно, на пальцах не буду рассказывать, но в стаканчиках садят с зеленой массой. Садят именно так. Ну и все. В общем, возвращаем землю. Аккуратно, не повредив. Вот так это примерно будет выглядеть. Все, потом земля тут немножко досыпется, и будет он как раз до побежика этого. Все. Замечательно. Аллилуйя, мы справились. Расти здоровым, толстым, жирным, плодоносным. А накрыть? А, накрыть. Не утаишь ничего. Ну вот. Нормалек. Нормально, не низко. Ну, если уж совсем страшно, можно с подбондик вот так вот где-нибудь до сюда вот такую вот сделать ему. Это если страшно, если там сильно жарко будет. Но по идее должно справиться, все нормально. Все. Надеюсь, видео было полезно. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, хороших урожаев.